Привет! Для начала про название. Xiaomi нас немного всех запутала, так что чтобы не было недопониманий. Есть два смартфона Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Так телефон называется в Китае, вроде в Индии. Из них прошка без NFC, а Pro Max NFC, то есть это такие локальные названия. К нам же на глобальный рынок пришло тоже два телефона. Redmi Note 9S, который NFC не получил, и Redmi Note 9 Pro. Он как раз с NFC и с камерой получше. Именно о нем сегодня пойдет речь. Ну не только о нем, сегодня у нас сравнение Realme 6 Pro и Redmi Note 9 Pro. Максимально похожие телефоны, IPS-экран, одинаковый процессор, одинаковый основной модуль камер, так что если бы у меня на руках не было обоих телефонов, я бы, наверное, запутался. Распутываемся. Дизайн штука субъективная. С одной стороны Realme, очертания которой уже угадываются издалека, так как задняя крышка в плане переустановки блока камер изменений особо не претерпела. Но зато очень круто переливается молния, тут можно реально и залипнуть. И Redmi, который в каждом своем телефоне экспериментирует и пробует что-то новое, но дизайн относительно Realme получился такой более сдержанный. Проголосуй, кстати, в подсказке вверху, кто твой фаворит, а меня все же молния загипнотизировала, так что я за Realme. У меня тут, кстати, накопилась куча наушников, скоро сделаю отдельное большое видео по всем сразу, тут и разные накладные, Honor Magic, который с активным шумоподавлением, в общем, куча всего. Ну, чтобы веселее было, одни из них мы сегодня, поняли, через пару минут расскажу. По комплектации просто 100% попадание. Чехол, пленка на экране, провод для зарядки и быстрая 30-ваттная зарядка в обоих телефонах. Естественно, так как аккумуляторы разные, 4300 мАч в Realme и 5020 в Redmi, время зарядки тоже немного отличается. Realme 6 Pro до 100% зарядил за 1 час 3 минуты, а Redmi за час 15. А вот, кстати, комплектный чехол круче у Realme, такой прям реально крепкий, а у Xiaomi обычный такой сопливенький. Ну, естественно, кроме одинаковых во многом характеристик, у телефонов примерно одинаковая цена. Realme 6 Pro. Он пока продается по предзаказу и можно найти за 22 тысячи рублей, потом же будет продаваться уже за 25, и это за версию 8-128 гигабайт. Redmi Note 9 Pro пока еще мало где продается, но на e-каталоге есть несколько магазинов, и ценник там примерно такой же, от 22,5 тысяч рублей, и тоже за версию на 128 гигабайт. Правда, конкретно сейчас, пользуя Realme, можно сказать, что за эти деньги ты купишь с нормальной гарантией, а Redmi только Евротест. По материалам паритет, стеклянная задняя крышка, пластиковые рамки, и вот в обзоре Realme 6 Pro я его ругал за то, что кнопку включения, она же сканер отпечатка пальцев, как-то немного грубовато сделана, настолько, что края слишком острые, палец как бы цепляется за нее, короче, отдает дешевизной. В общем, в Redmi такая же история. Они даже выглядят одинаково, но работают все-таки по-разному. На удивление, в Realme сканер отрабатывает раза, наверное, в 2 быстрее, но 9 Pro как-то подтупливает, и оба телефона при этом на последней доступной прошивке. В обоих случаях идет IPS-экран, у Redmi он чуть больше, 6,67 дюйма против 6,6, да и сам телефон из-за этого тоже получился по всем параметрам чуть-чуть, но больше. И вот за счет этих, казалось бы, незначительных миллиметров Realme чуть лучше лежит в руке. В противостоянии Ким Чен Ына и Гомера Симпсона субъективно победа все же за любителем пончиков. Одна дырка в экране мне кажется более удачным решением, чем две. У Note 9 Pro фронтальная камера на 16 мегапикселей, у Realme одна тоже на 16 и ультраширик на 8. Но снимает почему-то по-разному. И детализация, и динамический диапазон лучше на Realme, правда цвет лица выглядит немного неестественно, Note 9 Pro фотографирует почему-то откровенно хуже. IPS-экраны бывают разные, но в нашем случае они где-то на 4 с минусом. Сама цветопередача хорошая, к ней придраться трудно, но под углом изображения и там выцветает достаточно сильно и становится блеклым, так что явного лидера тут, наверное, нет. Максимальная яркость также одинаковая, где-то 430-440 нит, но впервые Redmi вырывается вперед. При автояркости и ярком свете, то есть условно на солнце, яркость у него автоматически поднимается и становится примерно на уровне 550 нит, Realme так не умеет. Ну из-за света не уверен, что это получится передать на камеру, на светлом сером фоне они есть на Realme в районе фронтальной камеры по углам внизу, на Redmi тоже в районе фронталки и на всей нижней кромке. Зато это, наверное, ключевое отличие в экранах, частота обновления. Realme 90 Гц, на камеру, понятно, не передать, Redmi 60. И это важно просто потому, что от этого на самом деле напрямую зависит опыт эксплуатации. И Realme при прочих равных все-таки пользоваться приятнее. При этом не могу сказать, что Realme UI, на которой работает Realme, быстрее, чем MIUI. Нет, и там могут и фризы проскакивать, и подтормаживания какие-то легкие, но за счет 90 Гц на Realme все выглядит более плавно. Сейчас, наверное, мир уже разделился на тех, кто видит эту разницу, и тех, кто не пользовался и кажется, что разницы в общем-то не видно. Правда, Realme так может не везде. Настройки, главный экран, даже браузер, тут все нормально. Но если зайти в ютубчик или любое другое стороннее приложение, к примеру, какую-нибудь игру, частота автоматически опускается до 60. Это минус.
Но в любом случае минимум 90 Гц в смартфоне в 2020 году это уже какой-то must-have, так что Realme в тренде. К сожалению, современные технологии не позволяют передать ощущение от вибромоторчика, так что придется поверить мне на слово. В Redmi Note 9 Pro он однозначно приятней. Он, конечно, не такой крутой, как во флагманских Mi 10, но точно получше, чем в Realme. Тут такое ощущение, что он даже как будто немного дребезжит. В стерео оба телефона тоже не умеют, динамик тут один. Ну, давайте послушаем. Как обычно, звук записан на конденсаторный микрофон и лучше слушать в наушниках. В Redmi Note 9 Pro звук более чистый, громкость тоже повыше. В Realme он более глуховатый, и за счет этого даже создается такая некая иллюзия, что как будто даже и низкий есть, но на самом деле не особо. Кстати, почему-то у Note 9 Pro какая-то проблема с Wi-Fi. Оба телефона у меня постоянно к нему подключены, но проходит полчаса, беру оба телефона в руки, запускаем ютубчик или заходим в Chrome, Realme все грузит, а Redmi выдает ошибку, как будто нет интернета. Все, конечно, решается отключением-включением Wi-Fi, но что это за хрень, непонятно. В остальном по связи вопросов к нему нет. Процессоры, стандарты памяти в телефонах одинаковые. Snapdragon 720G — это реально хороший процессор за эти деньги. Встроенная память UFS 2.1 и оперативный LPDDR4X. При этом у Realme можно выбрать вариант 8128, а у Redmi только 6128. У обоих телефонов, можно сказать, нет проблем с охлаждением, а соответственно и тротлингом. Хотя у Redmi на 5 минут было какое-то помутнение рассудка и производительность спала на 17%, но потом все нормализовалось и общая производительность за час теста у него получилась даже на 10 гипсов больше. По нагреву 2 часа игры, оба телефона в чехлах, Redmi в самом горячем месте нагрелся до 48 градусов, Realme до 47. Причем при этой температуре Realme 6 Pro выкинул ошибку, в прошлый раз у меня такого не было, и принудительно снизил яркость экрана, то есть включилась защита от перегрева. Но Note 9 Pro же молча перенес эти температуры, видимо он готов и не к такому. На канале есть отдельное видео по Snapdragon 720G с тестом разных игр. Процессор зарекомендовал себя вполне неплохо, он не тянет, конечно, ультра настройки, но средний тянет точно и всегда. PUBG, танчики идут на средних уверенно, высокие, конечно, уже с трудом. В принципе, сказать, что Redmi Note 9 Pro лучше или Realme 6 Pro лучше нельзя. Хоть у Realme выскакивала ошибка в связи с перегревом, частоты процессора там не понижались, соответственно производительность не уменьшалась, просто яркость экрана уменьшалась. Так что в играх телефоны идут прям рука об руку. В Shadowgun на высоких и там есть просадки до 30 и даже 25 FPS, лучше играть на средних, если вообще в нее кто-то играет. Call of Duty Mobile на высоких настройках идет с поддержкой максимальной частоты кадров, но вытянуть их особо не получается. Оба телефона показывают просадки примерно до 40 FPS. Так что по играм примерно паритет, неважно что брать, по нагреву Realme, конечно, на градус холоднее, но это не особо значительно. А вот по автономности между телефонами уже огромный разрыв. 700 мАч между ними разница по аккумуляторам, и с учетом почти одинаковых экранов и одинакового процессора, в реальной жизни эта корреляция тоже соблюдается. Телефоны тестировались так: 3 часа игр на максимальной яркости, 2 часа YouTube через Wi-Fi тоже на максимальной яркости, примерно полчаса фото и видео, и в конце дня у Realme осталось 3% заряда, а у Redmi 21, разница 18%. При этом время работы экрана получилось 5 часов 23 минуты, и в общем по части автономности Note 9 Pro вырывается неплохо так вперед. По камерам ситуация такая: с основным модулем все понятно, и там это самсунговский GW1 на 64 мегапикселя, который стоит, наверное, почти во всех телефонах среднего сегмента. Дальше идет ширик на 8 мегапикселей, а вот третий модуль уже разный. В Realme это телевик на 12 мегапикселей с двукратным оптическим настоящим зумом, а в Redmi 5-мегапиксельный макромодуль, разница налицо. И четвертый модуль и там сенсор глубины. В интерфейсе камеры на Redmi Note 9 Pro, конечно, можно выбрать типа двукратный зум, но это просто кроп с основного модуля, и это легко проверить. Зажимаешь пальцем основной модуль, включаешь зум 2x, видишь на экране по-прежнему свой палец. С телевиков и начнем. Для начала кадр с основного модуля. На кропе можно увидеть, что детализация, примерно равна. А вот используя двукратный зум, разница уже конкретная, достаточно посмотреть на надписи внизу. На Realme их видно довольно детально, а Redmi уже сдулся. Широкоугольный модуль на этой фотографии лучше получился тоже на Realme, небо лучше обработано, зато на Redmi меньше шумов и более контрастная картинка, Realme более блеклый. По основной камере, так как сам модуль одинаковый, детализация везде примерно равна, иногда больше деталей захватывает Realme, иногда Redmi, а вот алгоритм обработки разные. На Realme почти всегда картинка получается менее насыщена, но HDR, а отсюда и динамический диапазон, получается поприятнее.
А вот ночью, не знаю, что сделали с Note 9 Pro, везде и с режимом ночи, и без него, Realme однозначно делает более детализированные снимки. Оба телефона умеют снимать в RAW формате, RAW, если читать правильно, это сырой формат, когда ты получаешь просто голый снимок с матрицы, и потом уже, к примеру, в фотошопе можешь крутить экспозицию и другие параметры практически без последствий. Для сравнения снимок с Realme в обычном и RAW формате. В описании прикреплю фотографии, если будет желание, можете поиграться. Realme 6 Pro и Redmi Note 9 Pro. Не знаю, сколько кадров в секунду и какое качество, тут в настройках нельзя это выбрать. Но Realme, кстати, как будто стабилизация работает и картинка не трясется, а Redmi все трясется, еще и засвечено. Но на Realme тоже засвечено. У Realme почему-то поразительно тихий микрофон. А Note 9 Pro при 4К 30 кадров в секунду не имеет стабилизации, так что, чтобы эпилепсию не получить, перейдем в Full HD. Субъективно на Realme стабилизация тут кажется более грамотной, хотя и там есть артефакты, но цвета, опять, на мой взгляд, у Realme немного проигрывают. Фокус срабатывает неплохо на обоих телефонах, субъективно почему-то опять Realme мне нравится чуть больше, напишите, кстати, в комментарии, где лучше на твой взгляд. Итого, что у нас в сухом остатке? Redmi процентов на 15-18 дольше держит заряд, максимальная яркость экрана у него чуть больше, 580 нит вместо 430, ну и громче микрофон и динамик, ну и чуть-чуть приятнее вибро. Realme тоже есть чем ответить. У него экран 90 Гц и, соответственно, плавнее интерфейс и настоящий оптический двукратный зум. Остальные моменты, такие как личинка в экране, уже на любителя, я лично от такого не в восторге, а еще все-таки реально не в восторге от экранов. И там углы обзора реально оставляют желать лучшего, так же как и засветы, это что-то такое себе. Ну, как обещал, у меня разные наушники скопились на полках, еще даже заснять ничего не успел, и вот такие накладные наушники, кстати, с активным шумоподавлением мы сегодня разыграем. 5 или 6 тысяч рублей стоит на Алиэкспрессе, вот сегодня заходил, условия, как всегда, простые. Поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий, какой из этих двух телефонов, Realme 6 Pro или Redmi Note 9 Pro, ты б себе выбрал и почему, и все. Итоги, как всегда, подведем через пару недель в прямом эфире, более подробно в описании. А на сегодня все, тебе удачи в розыгрыше и до встречи в следующих видео. Пока!